Ой-ой-ой, друзья, вы видите сейчас стартовый экран, когда вы включили новенький Xiaomi Mi TV Stick 4K. Да, это относится, кстати, и к простому стику, скорее всего, но мы говорим здесь конкретно о Xiaomi Mi TV Stick 4K. И тут уж вопрос такого рода. Мы его сегодня настроим с нуля и до самого не могу напичкаем всем, чем можно. А перед тем, как мы начнем, нажимайте подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры. Вот такие вот интересные на смарт-ТВ боксы, девайсы, программы и всего остального у нас очень много на канале. А мы уже, наверное, с вами начнем, но перед этим я вам хочу сказать, что ссылки на Xiaomi Mi TV Stick 4K находятся в описании под этим видео, на проверенных продавцов, да и на обзор, и на пульт вот такой вот даже классный для Xiaomi Mi TV Stick 4K, да и на вот такой вот переходник. Объясню, что это такое. Это переходник USB, micro-USB, тут даже целая связка, тут у нас есть, видите, ой, у меня поплыло изображение, потом сделаем. Вот такой вот OTG кабель плюс переходник. Это обязательный момент, если вы хотите подключить какие-то внешние устройства. И пока он перезагружается, я просто надергал тут кабелей, то я вам могу сказать, подключать вы можете все что угодно. SSD, флешки, жесткие диски, но жесткие диски должны быть с внешним питанием, либо внешние какие-то пульты. Плюс возможно завести через тот LAN RJ45 кабель, который там есть, вернее разъем, можно через кабель подключить интернет и будет давать там порядка 250 мегабит, тоже очень неплохо. Начнем со спаривания пульта. Мы сегодня с вами научимся устанавливать все необходимые приложения для просмотра телевидения, для просмотра телепрограмм и просмотра кино, конечно же, в разных вариантах. Давайте мы начнем со спаривания нашего пульта. Берете фирменный пульт, зажимаете две кнопочки, как показано. Я использую немножечко другой пульт. У нас сразу пишет Connecting, не пугаемся, здесь все на английском языке. И выбираем тот язык, который вам нужен. Я выбираю в данном случае для этого обзора русский. У нас есть еще другой обзор на другом языке. Я нахожусь в Германии. Конечно же, везде вам немножко нужно будет подождать. Он вам предложит настроить телевизор с помощью телефона Android, но это не всегда получается, поэтому мы это дело пропускаем. Если вы знаете как, то можете это сделать. У нас есть выбор сети Wi-Fi следующим шагом, то есть мы с вами нажали пропустить, и я советую для этого стика выбирать Asus 5G. Я советую для этого стика использовать 5 ГГц Wi-Fi, потому что 2.4 работает на Xiaomi Mi TV Stick 4K нестабильно. Либо же вы в настройках роутера должны выбрать 20 МГц ширину канала, что не ахти как отражается на производительности самой сети в 2.4. Я выбираю 5 гигагерцовую сеть, конечно же набираю пароль от нее. Следующим шагом нам необходимо войти в Google аккаунт. Советую это делать на самом начале настроек, для того, чтобы он подтянул все приложения, которые, возможно, у вас есть в Google аккаунте, были установлены ранее. На данном этапе, я думаю, вам не нужно рассказывать, что нужно делать. Просто вбивайте свой Google аккаунт и пароль. После того, как вы ввели свои данные, я их только что ввел, вы нажимаете «Принимать условия использования». Тут у нас на заметку есть, окей, пропускаем. И принимаем все вот эти вот моменты, которые определение местоположения обязательно, потому что не будет работать голосовой поиск, сразу говорю. И помогите улучшить Android, тоже советую вам принять. Давайте, приняли. Нажимаем «Продолжить». Здесь в разделе Google Ассистента он предлагает задействовать голосовой поиск. И мы здесь выбираем «Разрешить». Это разрешает выполнять поиск по приложениям. Также мы с вами нажимаем «Показать больше» и выбираем здесь «Разрешить». Также вот здесь тоже необходимо нажать «Подписаться». Используйте все возможности Google Ассистента. Нажимаете «Подписаться». И здесь выбираете приложения, которые были у вас, допустим, установлены ранее. Я сейчас пока их все удалю. Почему? Потому что мы с вами будем выбирать эти приложения уже в самом Google Play Market, для того, чтобы вы понимали, что устанавливаете, что нет. Настройка кнопок на пульте DU, которая здесь была, она может появляться, а может нет. Вы должны на это обратить внимание. И если вот
у вас эта штука появилась с самого начала, то она настраивается очень просто, либо потом делаем, как я сейчас сделал, просто зашли и выбрали вручную. То есть мы нажимаем управление телевизором. Здесь управление телевизором можно громкостью управлять на телевизоре и включать-выключать. Настройка пульта стика завершена. То есть если вы направили и не сработало, вы нажали нет, выбрали, чем хотите управлять, звуковую панель, ресивер или только телевизор. Я сейчас выберу только телевизор. Могу выбрать марку, ну у меня сейчас стоит здесь в Германии TCL. И просто перебираю громкостью плюс-минус, пока у меня не заработает. Принять опять условия использования Xiaomi, и мы с вами получили рабочую версию Xiaomi Mi TV Stick. И в принципе можно было бы сразу начинать работать, но первое, что нужно сделать, это подождать буквально 10-15 минут, пока он инициализируется. Основная ошибка всех, кто начинает сразу что-то делать и кричать «он у меня тормозит», это инициализация этого всего действия. То есть стик должен инициализироваться. Следующим шагом мы с вами, так как мы с вами уже ввели Google аккаунт, мы с вами идем в раздел приложения. Сделать это можно, зажав домик по долгим нажатием. И видите, у меня тут рекомендации для Германии. Ай-яй-яй. И идем в Google Play Market. Здесь мы идем вверху в настройки аккаунта, управление приложениями и играми. И обязательно выбираем обновление и обновляем все, что он предлагает. Это обязательно делать после того, как вы установили. Если что-то не будет работать, мы с вами выровняем немножечко позже. Нажимаем «Обновить все». Пока оно все обновляет, мы с вами возвращаемся, идем в настройки и отключаем автообновление. Да, вы не ослышались, мы отключаем автообновление, потому что если у вас что-то не будет работать, оно будет обновляться, и это будет очень плохо работать у вас в конечном итоге. Ну, например, тот же голосовой поиск, если следующая версия будет нерабочая, то лучше потом заходить, обновлять ручную. Это вот мой вам совет. Ждем, пока обновится все, что у нас тут запланировано в обновлении. И идем, начинаем устанавливать кучу приложений, которые нам необходимы. Пока он там весь обновляется, это все, конечно, хорошо, но нам нужно донастроить с вами пульт. Все, и теперь я могу этим пультом регулировать громкость телевизора. Ну, на текущий момент у меня громкость андроида регулируется. Теперь смотрите, если я сейчас нажму настройки на громкость DU и выберу какой-нибудь телевизор принудительно, ну, вообще, честно говоря, все равно, давайте телевизор LG. О, окей, да, звук был выбран, все. У нас исчезает настройка громкости. И тут некоторые пользователи могут заметить, что громкость на телевизоре от стика стала тише. Намного тише. Для того, чтобы, ну, допустим, вы регулируете сейчас громкость телевизора, вам приходится ее задержать. И вам приходится ее, скажем так, поднимать для того, чтобы что-то услышать. Для того, чтобы избежать этой коллизии, вы просто-напросто можете вы можете сделать громкость, зажав кнопку назад и нажав кнопку регулировки громкости вверх, догнать громкость самого стика на максимум и при этом потом отпустив, ваш пульт продолжит регулировать телевизор, и уже тогда звук от стика будет громче. В общей сумме это решает проблему громкости самого стика, хотя многие этого не знают. Также идем в настроечки и поехали по настройкам пройдемся, пока у нас там все обновляется. Клавиатура. Я, честно говоря, использую Gboard. Вы можете поставить любую. Если вы используете аэромышь через внешний переходник, то Gboard от аэромыши работать не будет. Сразу говорю для тех, кто хочет использовать аэромышь, мы идем с вами, будем так поэтапно накидывать приложение, мы идем с вами в Google Play Market, в поиск и ищем Linkey Keyboard. То есть у нас здесь есть Linkey Keyboard, устанавливаем. Это та клавиатура под Android TV, которая будет работать с аэромышью. Все остальное будем устанавливать дальше. Пойдем поэтапно. Заходим в управление клавиатурами и активируем Linkey Keyboard. Достаточно интересная клавиатура. И можете текущую клавиатуру выбрать Linkey Keyboard Pro. Если вы сейчас зайдете в какой-нибудь ввод от клавиатуры, у вас появится тоже Android TV клавиатура, которая будет работать от аэромыши. Это если вы захотите использовать аэромышь. Я буду использовать Gboard, она мне нравится больше. Верну клавиатурку Gboard и отключу Linkey Keyboard Pro.
Далее, экран и звук. Здесь у нас очень интересный момент. Если у вас HDR и телевизор с Dolby Vision, то я советую вам поставить вот такую вот опцию. Это значит, что он будет синхронизировать исходный динамический диапазон выходного сигнала с просматриваемым контентом. Это о чем говорит? О том, что если вы будете смотреть ваш HDR контент, то он будет переключать телевизор на HDR, либо если будете смотреть Dolby Vision, то он будет переключать на Dolby Vision. Изначально он будет работать в SDR, либо в HDR, в зависимости от вашего телевизора. То есть этот пункт включать обязательно. Разрешение экрана. Кстати, его можно не включать, если у вас SDR телевизор чисто. Разрешение экрана. Вы можете использовать базовое разрешение, какое захотите. То есть вы можете использовать 4К, 2К, либо тут 1080p. И какую же частоту ставить. Если вы планируете заводить автофреймрейт через TV Quick Actions, есть такое приложение, чуть позже покажу, это одно. Если не планируете заводить, и тут нужно понимать, какой вы предпочтительно контент будете смотреть. Если вы будете смотреть предпочтительно YouTube, то это 60 Гц. Если вы будете предпочтительно смотреть IPTV, то это 50 Гц. Объясню. Дело в том, что IPTV идет в нашем регионе 25-50 Гц. Это в США оно идет там 29-97 или 59-94. А в данном случае 50 Гц. То есть в таком случае вам не нужен автофреймрейт, и вы будете смотреть IPTV без фризов. Зачастую, потому что будет выводиться либо 25, либо 50 Гц, что в принципе кратно и будет подходить. Если вы смотрите YouTube, то основной контент на YouTube идет 60 Гц, либо 30 Гц. И 60 Гц тут подходит лучше всего. Если вы смотрите кино конкретно, вот только кино, то 24 Гц, но у вас при этом будет лагать интерфейс. Потому что фильмы все записаны в 24 Гц. Тут уже выбирать конкретно вам, что вам лучше. Хотя вы можете завести автофреймрейт и не морочить себе мозги вообще. Положение экрана. Здесь это момент того, что вы можете уменьшить масштаб, если изображение вылазит за рамки вашего телевизора. Обязательно удостоверьтесь, что это не так. То есть вы заходите и смотрите, чтобы оно входило полностью в рамки. HDMI цик. Эти штуки обычно включаются, ну, все включены, потому что, во-первых, у вас теперь пульт управляет вашим телевизором, и при выключении телевизора вы выключаете, он должен выключать стик, вернее, отправлять его в сон. А теперь немаловажный момент. Как должен быть запитан стик? Он должен быть запитан от адаптера питания, либо через USB телевизора. Я вам объясню один простой момент. Сколько жалоб у нас есть о вылетевших стиках. Все эти стики были подключены через USB телевизора. И тут есть тому объяснение. Дело в том, что USB телевизора зачастую USB 2.0 с питанием 5 вольт 0,6 ампер. Для стика нужно минимально 5 вольт 1 ампер. Даже USB 3, если есть в вашем телевизоре, то зачастую в телевизорах это есть 5 вольт 0,9 ампер. И вроде бы там все нормально, все хорошо, но при перепрошивке бывают ситуации, когда стики уходят в ребут и больше не возвращаются к нам. Поэтому мой вам совет: держать стик в варианте подключения блока питания. Хотя выбирать, опять же, я вам всего лишь советую. Последний пункт здесь включать не нужно, потому что это зачастую вызывает коллизии с выбором языка. То есть ваш стик может переключаться рандомно на какой-нибудь язык, который поддерживает ваш телевизор. По звукам. Идем в расширенные настройки звука. Здесь у нас обычно я выставляю автоматически. Если вы используете ресивер, либо используете звуковую панель с поддержкой каких-нибудь экзотических форматов звука, там Dolby Atmos и тому подобное, вы можете попробовать сквозную передачу и выбрать форматы. Ну, у меня сейчас не подключен ресивер. Вообще, с учетом того, что здесь есть декодер, то можно выбрать автоматически, и будет все просто-напросто зашибенно. Далее, патчвол я не трогаю. Патчвол мне не интересен, в моей стране он не работает. В разделе хранилища нам ничего трогать не нужно. Главный экран. Здесь у нас нужно выключить предпросмотр видео и выключить предпрослушивание аудио. Это немножечко уменьшит те тормоза возможные, которые может привносить интерфейс. Обычно это, кстати, рассчитано на смарт-телевизоры. Идем далее. Google Ассистент. Это отдельная тема для разговоров, мы к нему вернемся позже. Chromecast. Здесь у нас всего одна настройка. Настройка уведомления всегда во время трансляции или никогда. Тут уже выбирать как вам угодно. Если вы поставите уведомление всегда, то во время трансляции он будет всегда уведомлять. Если нет, то только во время трансляции у подключения нового устройства. В заставке вы можете выбрать заставку Mi обои. Тут дело в том, что в Xiaomi есть, я сейчас выберу Mi обои и покажу, что это такое. Если мы выберем с вами Mi
обои, то включается приложение обои. И здесь мы можем кастомизировать обои самого интерфейса. Но дело в том, что это больше подходит под Patchwall. Но мы сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Да, все, Mi обои выбраны. И запуск через 5, 15, 30 минут, 1 час или 2 часа. Это обои, которые включаются, если вы не используете ваш стик. И, конечно, тут же вы можете сразу выбрать, через сколько времени ему перейти в режим сна, если он не используется. Если у вас включен режим ЦИК, который я до этого вам показывал, то при переходе, допустим, через 30 минут или через час в режим сна, он тоже, по идее, должен гасить телевизор, если ваш телевизор это поддерживает. По местоположению включаем обязательно геолокация по точкам доступа Wi-Fi. Она должна быть включена. Использование диагностика я обычно не включаю, и в специальных возможностях тоже пока что не включаем, но мы с вами и к этому варианту опять обязательно вернемся. Теперь нам нужно с вами пройти и установить те необходимые приложения, которые есть в Play Market. Все остальное я вам сейчас расскажу, как мы будем дальше настраиваться. Что же у нас есть в Play Market? Дело в том, что многие используют какие-то, допустим, приложения для просмотра стримов, и здесь их абсолютно, да, там огромное количество. Если вы предпочитаете фильмы, вы можете вбить просто-напросто фильмы и установить те стриминговые сервисы, которые есть в вашей стране. В моей стране есть Megogo, но здесь есть огромное количество различных стриминговых сервисов, Ivi, Google Play фильмы, там Sweet TV я, например, установлю, потому что я его смотрю, у меня есть подписка. Это касается тех сервисов, ну, Netflix у меня есть. Если вы используете в вашей стране подписку. Мы сейчас говорим о подписочных сервисах. И тут есть их огромное количество. Вы можете там по названию, некоторые даже меня спросят там ОКО и тому подобное, но вы можете их искать по запросам, которые есть в самом Play Market, но он может быть, многие сервисы в моей стране недоступны, которые не подходят для моего региона. Ну, например, в моем регионе, в Германии на текущий момент есть Картина ТВ, это 100%. И то, которое у меня сейчас здесь нет. У меня есть еще какие-то сервисы типа Ланета, ЮТВ, Киевстар ТВ и тому подобного. Но это все мелочи жизни. Вы установили свои стрим-сервисы, мы идем в приложение, мы вводим в них, конечно же, все аккаунты, которые вы используете. Я использую Netflix, вот я в него зашел, выбрал свой профиль и все, в принципе, Netflix у меня работает. Я могу уже на текущий момент смотреть какой-то стриминговый сервис. Либо зашел в какие-то свои другие аккаунты, в свои стриминговые сервисы. Там Sweet TV тоже, например. Это вообще как пример. Вы можете устанавливать любой стриминговый сервис. И думаю, для стримингового сервиса мне вам не нужно объяснять, как его настраивать. Вы можете заходить либо через свой аккаунт, либо через аккаунт Google, либо там через Facebook. В любом стриминговом сервисе, в принципе, все примерно одинаково. Следующее, что мы с вами настроим, это YouTube. Это тоже обязательная штука. Выбираем аккаунт при загрузке. Если у вас есть подаккаунт, выбираем под аккаунт. Есть такое, у меня на одном аккаунте 3 подаккаунта висит. И здесь мы с вами идем сразу же в настройки. В настройках у нас, если вы используете подписку YouTube Premium, это одно. Если нет, это совсем другое. Здесь я рекомендую включить отключено, иначе у вас есть шанс того, что вы начнете смотреть там детский мультик, а закончите там, да, там распятием детей каким-нибудь маньяком. Ну, не исключен такой вариант, что через пару часов вы к этому добредете. Предварительный просмотр вы тоже можете включать или отключать. Это когда вы наводите на плиточку, производит часть ролика со звуком, для того, чтобы вы понимали, о чем идет режим. Безопасный режим — это режим для детей. То есть вы можете здесь включать, и оно будет избегать контента, который, если вы этот TV-стик настраиваете ребенку, то обязательно включите безопасный режим для детей. И здесь вы можете выбрать язык, страну, очистить историю просмотра. Больше здесь ничего нам не нужно. В принципе, YouTube вы уже тоже можете пользоваться. Как его проверить? Вы можете именно правильно с настройки. Вы можете пойти выбрать ролик «Дикая река».
Дикая река 4К, обязательно, это классный ролик, который снимал я специально для проверки ТВ-боксов, ТВ-стиков на их возможности. У меня сейчас будет моргать, возможно, какие-то цветные пробеги, потому что у меня сейчас подключен рекордер, засчитает записи. Вот, пожалуйста, как только я буду отключать, мне нужно будет заходить в меню, либо выбрать режим. А вот, пошло. Вот так вот, потому что у меня сейчас будет, у меня рекордер не дает, я 4К выбрал, и он начинает выпендриваться. Тут уже сугубо моя проблема моего рекордера, но у вас этот ролик должен проигрываться без каких-либо проблем. Если у вас нет YouTube премиума, то далее мы с вами научимся смотреть без рекламы. Ай-яй-яй, у меня обновился главный экран, но это не страшно. Он всего лишь отличается тем, что у меня спрятаны боковые вот эти вот штучки по управлению. То есть у меня просто-напросто каналы отличают, он вообще практически ничем не отличается. Вверху показываются рекомендации. То есть абсолютно тот же самый интерфейс с тем же самым разделом приложений, только он чуть выглядит по-другому. Поэтому не обращайте внимания, продолжаем дальше. Нам необходимо с вами продолжить установку всех приложений, которые есть в нашем Play Market. Если вы работаете с некоторыми файлами, то я советую вам установить файл Explorer. Ну, как бы можно его установить. Все равно тотального доступа к записи у нас нет. И он нужен нам всего лишь для того, чтобы проигрывать какой-то контент. Также мы должны с вами установить некоторые плееры. Так, использую Kodi установить. Использую Vimeo, устанавливаю. Тут уж кто там как может установить. Если у вас нет Vimeo, то далее тоже разберемся, где его можно взять. Так, Vimeo устанавливается. Ставим следующее. Выбираем плеера. Вы можете по запросу VLC плеер. Также выбираем Nova видеоплеер. Сейчас объясню каждое из введений. И Just Video Player. Just Video Player проигрывает Dolby Vision, как бы тут тоже он необходим. Это то, что касается плееров. Но кроме плееров у нас есть еще такие моменты. Это IPTV плееры. Это если вы не смотрите, допустим, то же самое телевидение в каких-то стриминговых сервисах. О чем идет речь? Дело в том, что стриминговые сервисы нам дают возможность смотреть телевидение в варианте приложения. Это OTT-сервисы. В моем случае у меня есть такие стриминговые сервисы, как Sweet TV или Megogo, в которых есть телевизионные каналы. Я плачу подписку и смотрю. Если вы смотрите IPTV, ну, допустим, из каких-то других источников, то, конечно же, вам понадобится IPTV-приложение. Из IPTV-приложений я вам советую следующие штуки. Есть обыкновенный IPTV Pro, который я не использую. Lazy IPTV Deluxe. В последнее время очень популярный плеер. Начал завоевывать прямо. Телевизо. У меня есть, кстати, обзоры и на телевизо, и на Lazy IPTV Deluxe. Как ими пользоваться, как настраиваться, где плейлисты брать, я тоже скажу вам попозже. Можете использовать OTT-плеер. Правда, за него меня наказывали на YouTube. Сейчас его приравняли к какому-то пиратскому моменту. Очень советую OTT-навигатор. Очень классная тема. Я ее установлю, эту тему. И, конечно же, советую TVMate. TVMate это вообще топчик, потому что можно записывать трансляции и очень много разных моментов. Есть еще другие моменты. Опять же говорю, чуть-чуть надо подождать. И где брать плейлисты, скажу немножко позже. Все это я установил. На данном этапе у нас практически все готово для использования. Ну, я сейчас зайду, допустим, в Megogo, для того, чтобы мы с вами настроили голос. Объясню, что я имею в виду. Я сейчас зайду в Megogo, войду в профиль. Мы с вами сейчас поработаем с голосовым поиском, для того, чтобы он работал правильно. Но для этого мне нужны сервисы, которые могут, скажем так, работать через голосовой поиск. Давайте в Google Play фильмы зайдем. Все, отлично. Этого мне будет достаточно. Для того, чтобы разобраться с голосовым поиском, как он работает, мы просто должны с вами сказать фильм. Там, например, «Метрополис фильм». Вот, Метрополис, в принципе, он здесь работает. Видите, оно нашло в YouTube, Megogo, и на текущий момент у нас работает голосовой поиск правильно. Даже если у вас выдает вот такой момент, как вот типа «самый лучший фильм
он сейчас выдаст много вариантов, такую вот фигню, вы просто выбираете один из вариантов, допустим, обычно первый, и он все равно выдаст вам результаты запроса. И это правильно работающий голосовой поиск. Мы его дальше еще проверим со сторонними сервисами, так сказать. Но бывает такое, что если случайно вы обновили ваш сервис, вернее ваш голосовой поиск, смотрите, мы с вами идем, допустим, в приложение, в обновление, и сейчас просто-напросто возьмем и обновим. Вот он у нас обновлен на текущий момент. То этот вопрос можно решить немножко по-другому. Вот не работает у вас голосовой поиск. Идем в приложение, нажимаем все приложения, показывать системные приложения, находим вот если он у вас раньше работал, а сейчас не работает, то находим приложение Google. Заходим в приложение Google, удаляем обновление. Само собой у вас должно быть отключено автоматическое обновление. Удалили обновление. Идем с вами в настройки устройства, в Google Ассистент, и, так как мы удалили с вами обновление, перезагружаем обязательно стик и включаем этот поиск заново на старом обновлении. То есть у нас появится вот такая вот штука, мы здесь нажимаем «Разрешить», далее нажимаем «Подписаться», и все у нас опять должно заработать. То есть обычно этот вариант решается очень просто. Выбираем поиск в приложениях. У меня сейчас пока что Netflix, вообще там и Megogo есть у меня. Тоже он в них ищет. Давайте какой-нибудь фильм в Netflix найдем, если он есть. Давайте так. «Снайпер». Смотрим, видите, включить на Netflix, включить на Google Play фильмах, и должен найти еще в Megogo, если вот поддерживаем приложение, все у нас заработало. То есть у нас сейчас правильно работающий голосовой поиск. Все супер. Но голосовой поиск может не только это. Там, допустим, вы можете сказать, что ты умеешь, и он тебе расскажет, что он умеет. Он может отвечать на вопросы, он может открывать приложение, он может посмотреть вон спорт, погоду, управление освещением, это если у вас есть Google Home, поиск комедий, выполнять вычисления и переводы, конечно же, сделать. То есть Google поиск — это достаточно интересная, Google Ассистент достаточно интересная штука. Например, там погода Штокштадт на завтра. Это то место, где я сейчас живу, и он мне говорит, что завтра у нас там 14 градусов, и у нас там на следующие дни будет дождь. То есть это такая себе штука. Что мы дальше с вами настраиваем? Дальше мы с вами настроим немножечко некоторые приложения. О чем идет речь? Так как мы наустанавливали кучу плееров, так как мы наустанавливали с вами огромное количество всего, мы настроим их. С учетом того, что плеера в данном случае я буду использовать со своим внешним диском, я подключу внешний диск для того, чтобы вы поняли, зачем я устанавливал столько плееров. Новый видеоплеер, он позволяет у нас каталогизировать очень много всего. Для начала иду в Explorer, покажу вам, что у меня подключен жесткий диск через вот этот переходник. Поэтому переходничок я вам советую, разрешаю доступ. Все, вот он, мой SSD Storage работает. Тут как бы все, я могу с него смотреть. Если я опущусь ниже, то у меня здесь есть какие-то видео. В принципе, это, кстати, не самый лучший вариант смотреть видео на стриминговом стике. Все нужно смотреть онлайн. И я там могу запустить какой-то Ultra HD Movie. Это стандартный плеер. Здесь все заработает, либо запустить там из каких-то стандартных плееров. То есть у меня есть куча файлов. Но дело в том, что к этой куче файлов еще нужно получить доступ. Для начала мы с вами идем в Vimeo Media Player. Здесь у нас есть доступ к USB, отсюда вы тоже можете смотреть файлы, вы можете смотреть фильмы, он получает доступ отлично ко всем папкам, но чтобы смотреть фильмы комфортно, мы должны сделать кое-какие настройки. Так как стик у нас не имеет автофреймрейта, то некоторые мы с вами опции не будем включать, это не будет использовать частоту обновления телевизора и подстройку разрешения ТВ. Мы идем в Engine, я обычно ставлю версию Engine V2 плюс туннелинг, также ставлю Dolby Vision, потому что у нас стик с поддержкой Dolby Vision, то есть если вы будете смотреть Dolby Vision фильмы, то у вас тут все будет отлично. В аудио здесь у нас очень интересный момент.
Если у вас есть ресивер, то вы можете использовать постру окружающего звука. Это значит, он будет пробрасывать звук неизменным на ваш ресивер. И вы будете получать 5.1 звук с неизменным качеством. Это называется режим сквозной. И обычно здесь я использую Автоплюс, либо Авто, и уже там выбираю тот момент, когда как ему лучше работать. Также тут можно кое-что сделать, конвертировать из AC3, например, здесь у нас есть AC3 и DTS, а хотите посмотреть, допустим, фильм с Dolby Digital True HD, Dolby True HD, то вы выбираете здесь True HD и DTS HD, вот то, что не поддерживает стик, да, там, и мы конвертируем его в EIC3, либо в AC3, то есть оно будет пропихивать и даунмиксить в 5.1 звук, ну, грубо говоря, в Dolby Digital простой, либо в Dolby Digital Plus. Это очень даже прикольно, то есть это классная вещь. Также у нас здесь есть усиление центрального канала, обычно на центральном канале голос, и уровень аудио вы можете здесь мануально задать. Вы должны тут сами себе сделать выбор в соответствии с поддерживаемыми конечными системами, которые у вас стоят. То есть, если ваша конечная система... Ну, это очень актуально сейчас для современных телевизоров. Например, LG последние не поддерживают DTS. И прямой проброс звука DTS на телевизор не даст вам вообще звука никакого. Здесь, конечно же, есть DTS-декодер, но вы можете с помощью Vimeo конвертировать, например, тот же самый DTS в AC3. И он будет всегда у вас декодировать его в Dolby Digital. Классная тема. Плюс также мы здесь с вами выбираем размер буфера потока 100 мегабайт. И в принципе Vimeo у нас уже готов к проигрыванию там любого контента. Мы для теста сейчас запустим какой-нибудь тестовый большой фильм и посмотрим, что он просто-напросто работает. То есть у меня есть вот высокобитрейтный ролик, скажем так, в край высокобитрейтный, и все прекрасно заработало. Также советую использовать Kodi для просмотра тяжелого контента. Обычно я его использую для просмотра с жестких дисков. Здесь нам необходимо настроить некоторые моменты. Мы идем с вами в настроечку, идем в систему. Идем внизу, выбираем эксперт, и здесь нам нужно настроить вот такие вот моменты. Для того, чтобы у нас был звук, мы с вами включили там определенные моменты, и здесь в коде мы с вами должны выбрать те форматы звука, которые у вас есть. То есть, там, например, DTS, DTS HD, и тут вы уже выбираете то, что, там, грубо говоря, включаете пространственный звук, для того, чтобы был у вас 5.1 звук. Если он не заработает, то можете попробовать по стру режимы использовать Android IEC Packer или Kodi IEC Packer. Ну, здесь в данном случае я выбираю Android, у меня на Kodi здесь не заработало. Вы тоже можете для себя попробовать, что будет для вас работать. В разделе дисплея обычно тут ничего менять не нужно. И уже там идете в разделы кино, идете в файл-сессию и что-то там выбираете, что-то проигрываете. Там запустили опять тот же самый там высокобитрейтный какой-то ролик. И все у нас внешнего жесткого диска заработало. Особо не буду здесь пилить видеоконтент, дабы не обидеть правообладателей. Но что если вы захотите смотреть кино с автофреймрейтом? Единственный вариант завести автофреймрейт на данном стике — это TV Quick Actions. Да, он платный, но это большой ремаппер, который позволяет не только ремапить кнопки, биндить, как это называется, но также и заводить сюда автофреймрейт. Также пока ставится мой TV Quick Action, советую поставить, ну, по запросу там аналитии, диагностику вашего стика. Устанавливаем тест скорости Wi-Fi. Это так чисто, если у вас, допустим, что-то не работает, вы просто-напросто пробуете через тест скорости, какая у вас скорость на текущий момент. Чтобы сделать автофреймрейт, возвращаемся в TV Quick Actions. Здесь у нас очень все просто, быстро. Мы просто-напросто разрешаем разрешить отображение поверх всех окон. Выбираем в самом низу, но я вам объясню. Дело в том, что это приложение доступно не во всех странах, и прошу не ругаться, просто пропустите, если вы не хотите его покупать или не хотите, допустим, с ним иметь дело. Идем в специальный доступ, отключаем экономию энергии, тоже не экономит энергию, продолжит, и включаем сервис специальных возможностей. К сервису специальных возможностей мы еще с вами вернемся.
И здесь вот у нас есть сервис AFR, который мы включаем, и он будет у нас работать. Здесь он настраивается очень все правильно, просто. У нас есть обзор на это приложение, особо останавливаться не буду. Но здесь вы можете с вами выбрать, использовать дробные частоты. Здесь нам дробные частоты выбирать не надо. Здесь мы включаем 50 Гц для 25, переключать на 60 для 30 кадров. Вывести режим при изменении и автовозвращение режима при смене приложения. То есть здесь предельно все просто, оно просто будет работать. Я пока его отключу, чтобы оно не прерывало мне запись. Остальное все с приложением TV Quick Action сможете разбираться в нашем обзоре. Кстати, установился Analytics и в принципе можем его протестировать. Тут сейчас будет очень интересный момент, о котором мы сейчас поговорим. Вот он, тест начался, я сейчас на мобильном интернете, и у меня там, грубо говоря, показывает там 57-60 гигабайт. Ну, видите, телефоника Germany GmbH, у меня там, я, грубо говоря, на мобильном интернете сейчас этот стик мучаю и смотрю. Для того, чтобы посмотреть стримы, мне хватает. Но теперь смотрите, в чем фишка. Мы с вами, в принципе, настроили стик. Объясню для чего. То есть вы можете смотреть стриминговые сервисы типа Megogo, Tomoka, Ivi и всего остального. Вы можете смотреть каналы через стриминговые сервисы, которые у вас есть. В моем случае это Sweet TV, Megogo, либо те региональные сервисы, которые у вас есть. Вы можете смотреть Netflix и YouTube 4К. Вы можете смотреть с помощью, допустим, плееров. Кстати, новый медиаплеер вообще мне очень нравится. Он может он может каталогизировать наш контент с внешнего диска. То есть он просто может создавать каталог. Это просто очень круто. У меня есть обзор этого плеера, тоже можете посмотреть. И также мы с вами установили, то есть вы можете смотреть сейчас внешних дисков, и также мы с вами установили IPTV плеера, куда вы можете загрузить свои плейлисты. Я вам показал, которые рекомендуются. Казалось бы, в принципе, вот стик уже готов. Стик готов к тому, чтобы им пользоваться. Но теперь вас же, наверное, интересуют другие вопросы. Откуда брать плейлисты, как смотреть не в стриминговых сервисах, а немножко по-другому наши, скажем так, фильмы, раздачи и все остальное. Но YouTube блокирует такой контент. Однако вы можете его посмотреть, вторую часть этого обзора, в нашем телеграм-канале. При этом есть ссылка на вторую часть этого обзора в описании под видео. Идем и смотрим. При этом все остальное я скажу вам важно. А там будет и где взять плейлисты, и где взять, допустим, все остальное. Там все есть. Поэтому, ребят, ставим палец вверх этому обзору и идем смотреть вторую часть в Telegram, потому что здесь мы не можем показывать, мы нарушаем принципы сообщества. А вообще стик уже на данный момент готов к эксплуатации в первоначальном его виде для стриминговых сервисов и для просмотра каких-то платных по подписке каналов и фильмов. Ну а в целом, с вами был Бабл на канале Технозон Украина. Это была первая часть обзора. Пока.